Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и это новости за последние 72 часа. В этом выпуске вы узнаете, почему Ивлееву, Литвина и других блогеров с быстрыми автомобилями станут чаще останавливать, почему расстались Марьяна Ро и Фейс и кучу всего другого интересного. Погнали! По-моему, всем кажется, что прославиться в ТикТоке проще простого. Нужно просто найти, что зажжет вашу публику. И двум школьницам из Перми это удалось. Только зажглись они не сами, как звезды ТикТока, а просто сожгли целую деревню. Ничего страшного. Хотя нихуя себе. Короче, девочки хотели снять классный ролик, как красиво горит сено. Вот только сена было многовато, целых 195 тонн. Естественно, в какой-то момент девочки перестали контролировать пожар, и огонь распространился на всю ферму и, собственно, забрал ее, если можно так выразиться. Ущерб составил 150 тысяч рублей, и выплачивать их придется, скорее всего, родителям школьниц. Думаю, эта новость в особом комментировании не нуждается, просто, пожалуйста, помните, что не любой способ прославиться в соцсетях хорош. А в продолжение тупых способов прославиться расскажу об одном фанате Егора Шипа. Этому самому фанату повезло встретиться с Егором, но то, как он вел себя, заслуживает отдельного рассказа. Пацан тыкал ему в лицо телефоном, толкал его и вообще всячески провоцировал блогера. Также он, естественно, снимал все это на видео, но Егор красавчик ни на что не повелся и потом вышел в сторис, где призвал своих фанатов не подражать этому странному человеку. Знаете, одно дело по глупости облажаться и сжечь деревню, а другое пытаться достигнуть славы вот таким вот мерзким способом. На самом деле этот мальчик не единственный пример. Вообще большинство молодых людей на всяких сходках блогеров ведут себя максимально странно. Все толкаются, пихаются. Недавно Настя Усеева рассказывала у себя в сторис, что она сделала сходку, на которой ее подписчики послали ее на 3 буквы. И даже у меня были ситуации, когда на каких-то фан-встречах люди ведут себя просто неадекватно. В общем, если вы в скором времени вдруг собирались на чью-нибудь сходку, помните, что самое лучшее впечатление о себе вы оставите, если просто будете вести себя вежливо. ГИБДД поставила на учет опасных блогеров. Речь идет о блогерах со спорткарами. В список таких опасных людей вошли Настя Ивлеева со своим Lamborghini, Миша Литвин, Гусейн Гасанов и прочие владельцы быстрых тачек. Из-за ситуации с Эдвардом Биллом считается, что они несут потенциальную угрозу обществу, и поэтому их машины теперь будут останавливать чаще. К тому же для гаишников это будет нетрудно, потому что все машины этих блогеров легко увидеть издалека. Честно, мне, конечно, не нравится такая дискриминация по наличию спорткара, потому что нельзя по Эдварду Биллу мерить всех остальных блогеров. Почему тогда мы не берем в расчет детей олигархов, детей депутатов и прочих людей, которые тоже ездят очень быстро и не всегда трезвыми? Ну, это действительно все похоже на пиздосий головного мозга. Ну а вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на эту тему. Рэпер Фейс и Марьяна Ро расстались. Такой слух ходит с начала мая, после того, как Марьяна выложила в сторис странную цитату. Уже вторую неделю не вместе, в плеере кончились грустные песни. Пока кроме этой истории слухи ничем не подкреплены, да и я думаю, что, знаете, возможно, это новый трек такой, потому что слишком уж там в рифму эта цитата. Плюс фанаты пары недавно проверили их через приложение Love Square. Я даже не знала, что такое существует. Оказалось, что там отслеживают активность пар в соцсетях. И вот в этом приложении Фейс у Марьяны на первом месте, поэтому, скорее всего, они не расстались. В общем, я предлагаю пока не брать в расчет эти серьезные доказательства и просто посмотреть, что будет дальше. Настя Усеева хочет ребенка. Пока мы пытаемся выяснить отношения между Фейсом и Марьяной, Настя Усеева с Владом Неопознанным заявили в сторис, что уже сейчас хотели бы иметь ребенка. Я бы с удовольствием и сейчас, но у меня есть проблемы со здоровьем, поэтому он и за, чтобы сейчас у нас она была. Также Настя добавила, что пока у нее какие-то проблемы со здоровьем, поэтому ребеночка придется отложить на будущее, примерно лет на 5. Лично мне очень нравится их пара, поэтому я буду только счастлива, если у них все получится. Вы все наверняка слышали шутки типа в инстаграме versus в реальной жизни. Там девочки обычно показывают, как они позируют для фото, а потом как они выглядят на самом деле, расслабляясь и показывая животик или бочка или что-то другое. Обычно блогерши не только над этим по-доброму смеются и показывают типа, что да, вот так мое тело идеальное, а с другой стороны не очень. Но вот Кате Голышевой не до смеха.
Она снова получила тонну хейта за свой внешний вид. И обвиняют ее именно в том, что в инстаграме она выглядит по одному, а в жизни и на видосах совершенно по-другому. Ее хейтеры особенно делают упор на то, что сама Катя не стесняется в выражениях, когда обсуждают чью-то внешность, поэтому типа будь добра теперь, послушай говна и про себя. Я бы хотела обсудить эту тему с вами, потому что я не вижу ничего ужасного в фигуре Кати, даже когда смотрю на нее на видосах. Как бы да, она необычная, но в этом и прикол, она выделяется из толпы. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете, нужно ее хейтить или нет. А вот кто-то из знаменитостей готов не маскировать жир, а радикально его топить. Сейчас в интернете ходит слух о том, что Регина Тодоренко сделала липосакцию. Честно, я представляю, насколько таких, как Регина, например, достали эти слухи про свое здоровье, но с другой стороны, она сама зачем-то выкладывает фотографии с больничной койки, пишет какие-то интригующие заголовки, а больше ничего не говорит. Ну, то есть, когда ты выкладываешь фотографию рядом с мужем, ее муж Влад Топалов, напоминаю, где вы лежите на больничных койках и подписываешь ее чуть не потеряла тебя с разбитым сердечком, то как бы можно догадаться, что скорее всего сейчас об этом начнут говорить все. В итоге операцию сделали Владу, но СМИ все равно написали, что сделали Регине и не что-то там, а липосакцию. Я уверена на 99%, что если у нее и была операция, то точно не липосакция, потому что на липосакцию таких худышек, как Регина, просто не положат, у нее нет для этого медицинских показаний. И сколько бы денег она ни предлагала, все равно на это никто не пойдет. Вообще внешность знаменитости критикуют каждый день, и мне здесь больше всего нравится позиция Ксении Собчак. Ее постоянно хейтят за то, что она похожа на лошадь, за то, что у нее что-то не так с лицом, за то, что она то слишком толстая, то слишком худая. И вот недавно она просто взяла и написала целый пост, где перечислила все придирки к своей внешности, типа толстая, худая, сякая, не такая, а в конце просто послала всех на 3 буквы. Домой. И это именно тот уровень невозмутимости, к которому я стремлюсь. Моргенштерн порочит память Децла. После этой ужасной ситуации в Казани мы все как-то серьезнее стали относиться к насмешкам о чьей-либо смерти. И как назло, в этой плоскости именно сейчас невыгодно выделился Моргенштерн. Он выпустил ремикс на свой хит «Кристалл Майот», и там прозвучали такие строчки: «Убился, сделал мертвый номер, это Летрак». Для тех, кто не знал, Летрак — это второй псевдоним ныне покойного Децла. Ну и на всякий случай, Децл — это один из самых популярных рэперов времен людей, которые родились чуть раньше, чем я. В общем, эта строчка сильно задела фанатов и родственников умершего рэпера. Вы прекрасно знаете, что я обычно защищаю Алишера и считаю, что нельзя винить его во всех смертных грехах, но в этот раз я скорее на стороне тех, кто придерживается мнения, что иногда стоит все-таки фильтровать свой базар. Согласитесь, май этого года вообще очень жестокий месяц. А если смотреть на все известные драки в сети за последние дни, то кажется, что началась охота на транссексуалов и на всех, кто на них похож. В этот раз в Питере на детской площадке избили тиктокеров, которые снимали видосики, при этом находясь на каблуках, в женской одежде, колготках и так далее. Этот их маскарад не понравился 2 местным жителям, и они решили как бы по-мужски поговорить с ребятами. Подойди, тебе на ушко кое-что скажу. Давай, иди сюда. Ой, бля, никого нету. Ай, что такое? Естественно, все закончилось дракой и бегством этих самых тиктокеров. И вот с одной стороны, я как бы не одобряю никакое проявление насилия, но с другой стороны, мы живем в России. Ой, ну такое, блядь. Ну такое, блядь. А как известно, жители России в большинстве своем не очень уважают гомосексуалистов, транссексуалов и прочих людей, находящихся в ЛГБТ-сообществе. Почему, например, когда люди приезжают в какую-нибудь арабскую страну, например, Дубай, то они не выходят на улицу в супер коротких юбках и, например, одном лифчике? Потому что всем известно, что таким внешним видом можно как бы оскорбить их культуру. Поэтому, как правило, те, кто приезжает в арабскую страну, одеваются так, как принято там. Почему тогда в России некоторые не уважают наш менталитет? Но не принято у нас мальчикам одеваться как девочки и ходить так по улице и ждать, что при этом тебя никто не тронет. Особенно, когда речь идет о таких местах, где находятся дети, потому что, напоминаю, драка случилась именно на детской площадке. В общем, я думаю, что мое мнение вы услышали, а что думаете об этом вы, я очень хочу почитать в комментариях. А
завершает на сегодня череду жести вопиющая жестокость в Екатеринбурге. И вот тут уже двух мнений быть не может. Там парень 19 лет задолжал 10 тысяч своим знакомым, но вернул их с опозданием. И это стоило ему жизни в прямом смысле слова. Те ребята, которым он задолжал эти деньги, пришли к нему домой и избивали его на протяжении аж 5 часов. На утро же парень не выдержал и покончил с собой прямо на их глазах. По моему мнению, если вот как-то пытаться разделить убийство по категориям, то убийство из-за денег — это самое тупое, безжалостное и отвратительное убийство, которое только может быть. Я просто не представляю, насколько жестоким нужно быть, чтобы сделать такое. И что самое примечательное, среди истязателей были 2 девушки. У нас часто упрекают парней в жестокости, но, как правило, девушки дерутся вообще не менее жестоко и ничуть не уступают в этом парням. В принципе, в этой ситуации обсуждать больше особо нечего. Я только надеюсь, что эти парни и девушки сядут за то, что довели другого парня до самоубийства. Как вы, наверное, уже поняли по моим предыдущим выпускам, завершать я люблю на позитивной ноте, поэтому в конце расскажу вам о том, что Артуру Бабичу на день рождения подарили палку колбасы и секс-машину. Oh my! Собственно, недавно Артур отпраздновал свой день рождения, уже назвал его самым лучшим днем рождения в своей жизни, а его друзья отличились с подарками. Софа Купер подарила Артуру плакат «Не ссы, съешь колбасы» и, соответственно, палку колбасы, а Юля Гаврилина подогнала ему что-то вроде секс-куклы, объяснив это тем, что когда Ани Покров нет рядом, Артуру все-таки нужно как-то расслабляться. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал, потому что мне важна каждая ваша подписка, а мы с вами увидимся ровно через 72 часа. Пока!